Война от Красного моря до Каспийского. Хуситы атаковали 2 саудовских танкера с нефтью и топливом. Они горят в море. Трамп обещает отомстить Ирану за атаки хуситов. Иран ответил Трампу: будут бить США по принципу око за око. Ядерная сделка США и Саудовской Аравии. Все меняется на ходу. Так это будет атомная бомба или атомная электростанция? Рубио и Лавров встретились на Филиппинах и поговорили об Украине. 30 минут за закрытыми дверями. Какой результат? Россия сбрасывает на Украину снаряды с объединенным ураном. Лесные пожары могут оставить мир без самого дорогого французского вина. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Йеменские хуситы впервые перешли от угроз к силовому обеспечению объявленной ими морской блокады Саудовской Аравии. Поддерживаемая Ираном группировка заявила об ударах по 2 саудовским нефтяным танкерам в Красном море. Один загорелся. Второй удар пока подтверждают только сами хуситы. Целями названы танкеры под флагом Саудовской Аравии «Энселия» и «Лейла». Первый перевозил нефтепродукты, второй – сырую нефть. Хуситы утверждают, что применили баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотники. Суда якобы нарушили введенную группировкой блокаду. Вооруженные силы хуситов Йемена провели особую военную операцию против 2 саудовских нефтяных танкеров, нарушивших блокаду, введенную вооруженными силами в Красном море. Один танкер называется «Энселия», второй — «Лайла». В ходе операции были применены несколько баллистических и крылатых ракет, а также беспилотники. Благодаря милости и помощи Аллаха удары были точными и привели к крупным пожарам на обоих судах. Кроме того, вооруженные силы хуситов Йемена вынудили около 10 судов развернуться и уйти обратно. Вооруженные силы хуситов продолжат морские операции против саудовского врага и будут и далее претворять в жизнь принцип блокада в ответ на блокаду. Мы заявляем саудовскому врагу: любая безрассудная выходка или агрессия против нашей страны встретит ответ в виде масштабных операций в глубине его территории. Последствия для него будут тяжелыми по воле и могуществу Аллаха. Удар по Энселии подтвержден Саудовской Аравией и британскими службами безопасности судоходства. Сообщение Саудовского государственного информационного агентства «Эр-Рияд» 9 Сафара 1448 года хиджры, что соответствует 23 июля 2026 года. Официальный источник в Главном управлении транспорта сообщил, что судно «Энселия», принадлежащее саудовской компании, подверглось нападению во время следования по Красному морю, в результате чего в носовой части судна возник пожар. Источник подтвердил, что все члены экипажа находятся в безопасности, а компетентные органы приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности судна и его команды, а также защиты морской среды. Подобные нападения являются нарушением международных законов и конвенций, гарантирующих безопасность торговых судов и их экипажей. Танкер был поражен неизвестным снарядом примерно в 130 километрах к юго-западу от саудовского города Эш-Шукайк. На ночном спутниковом снимке НАСА в районе, где Энселия передавала данные автоматической системы идентификации, появилась новая яркая тепловая точка. Она соответствует месту пожара. Хуситы заявили, что заставили развернуться около 10 судов. Это число не подтверждено. Однако данные морского слежения показывают: после предупреждений группировки 5 танкеров изменили курс. 2 направились обратно к Суэцкому каналу. Еще 2 китайских супертанкера с 4 миллионами баррелей саудовской нефти продолжают движение к Баб-эль-Мандебскому проливу. Саудовская Аравия перенаправляет к Красному морю миллионы баррелей нефти в сутки по трубопроводу к порту Янбу, обходя практически закрытый Ормузский пролив. Теперь хуситы угрожают перекрыть и южный выход из Красного моря. Это создает второй узкий участок на маршрутах поставок энергоносителей. После атак стоимость нефти марки Brent поднялась почти на 5%, выше $98 за баррель. Из-за этой новой угрозы, активизации хуситов в Красном море и появления новой формы блокады на Ближнем Востоке, мы фактически возвращаемся к ситуации, сложившейся в начале войны. Тогда Ближний Восток лишился одного маршрута экспорта нефти через Ормузский пролив. Нам удалось несколько смягчить последствия, но теперь из-за эскалации перекрывается и запасной маршрут. В результате потенциально может остановиться экспорт еще 2-3 миллионов баррелей нефти в сутки, а также значительных объемов других энергоресурсов, проходящих через этот пролив. В конечном счете, все расходы переложат на потребителей. Важно учитывать, что через Баб-эль-Мандебский пролив перевозят также большие объемы дизельного топлива.
Оно используется во множестве промышленных процессов. Поэтому возрастет себестоимость производства, а вместе с ней цены готовых товаров для потребителей. Если блокада продлится 1-2 недели, возможно, нам удастся избежать самых тяжелых последствий. Но если она затянется примерно на 3 недели или месяц, мы начнем ощущать это повышение цен. Логистическая компания Maersk предупреждает, под определение связанных с Саудовской Аравией могут попасть и иностранные суда, заходящие в саудовские порты или перевозящие саудовские грузы. Министерство иностранных дел Омана уже призвало остановить эскалацию и не подвергать угрозе свободу судоходства. Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану и хуситам суровым военным ответом после атаки на 2 саудовских танкера. Он заявил, что при повторном нападении Вашингтон возложит ответственность на Тегеран. При этом Трамп отметил, до нынешней атаки хуситы, по его словам, действовали ответственно, профессионально и разумно. Год назад Соединенные Штаты Америки нанесли очень мощные удары по хуситам за то, что они препятствовали торговле, обстреливая суда. С тех пор, в том числе во время нашего конфликта с Ираном, они вели себя очень ответственно. К сожалению, теперь они снова взялись за старое, обстреляв прошлой ночью 2 саудовских судна. Пусть это, правда, послужит заявлением о том, что если они повторят это, Соединенные Штаты возложат ответственность на Иран, поскольку хуситы являются ставленниками и подконтрольной Ирану силой. Иран понесет суровое военное наказание, как, разумеется, и сами хуситы. Я очень разочарован ими, поскольку до сих пор они действовали весьма профессионально и разумно. Благодарю вас за внимание к этому вопросу. Президент Дональд Джей Трамп. Иран продолжает удары по американским объектам в арабских странах. Утром по Иордании выпущены 4 ракеты. 3 сбила противовоздушная оборона, 4-я упала в безлюдной местности. Погибших, пострадавших и разрушений нет. Накануне иорданские военные зафиксировали еще 6 ракет, а вечером перехватили 6 иранских беспилотников. Корпус стражей Исламской революции заявил, что атаковал авиабазы имени короля Фейсала и принца Хасана, где размещены американские силы. Иран утверждает, что целями стали ангары с истребителями F-15 и беспилотниками МК-9. Управление по связям с общественностью Корпуса стражей Исламской революции сообщило, что в ходе наказания детоубийственной армии США и в ответ на неоднократные нападения на территорию Исламской республики Иран молниеносными ударами по американским базам в Иордании был уничтожен радар американского комплекса противоракетной обороны ТХАД. В КСИР добавили, что ударам также подверглись 1 комплекс «Патриот» и усовершенствованная радиолокационная станция. Топливные резервуары на этой американской базе загорелись. Управление по связям с общественностью КСИР также заявило, что были подожжены и уничтожены крупный склад вертолетного оборудования и ангар для ремонта и технического обслуживания вертолетов. Масштаб заявленных потерь независимо не подтвержден. Однако на спутниковом снимке Европейского космического агентства виден черный дым над одним из зданий авиабазы имени короля Фейсала. Это указывает как минимум на одно попадание, но не позволяет установить причиненный ущерб. Одновременно сирены прозвучали в Бахрейне. Министерство внутренних дел страны через социальную сеть X призвало жителей немедленно пройти в укрытие. Европейское агентство авиационной безопасности рекомендовало авиакомпаниям не использовать воздушное пространство Иордании до конца августа. Ракеты и работа систем ПВО создают угрозу гражданским самолетам. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что оборонная доктрина страны предусматривает ответ по принципу «око за око» на любое нападение на иранскую инфраструктуру. Во вторник он написал в соцсети X, что любая агрессия против Ирана, в том числе против его инфраструктуры, повлечет за собой мощный и решительный ответ. Наша оборонная доктрина ясна. Око за око. Любая агрессия против Ирана, в том числе против нашей инфраструктуры, повлечет за собой мощный и решительный ответ. Те, кто содействует такой агрессии, независимо от характера оказываемой поддержки, также будут рассматриваться как законные цели. Заявление прозвучало после угроз Вашингтона разбомбить мост или электростанцию за каждое судно, атакованное в Ормузском проливе. Президент США Дональд Трамп ранее предупредил об ударах по иранской инфраструктуре на фоне продолжающегося противостояния вокруг судоходства через пролив. Публикация Аракчи соответствует сигналам, которые направляет высшее военное руководство Ирана. Командующий корпусом стражей Исламской революции бригадный генерал Сейед Маджид Мусави заявил, что любой американский удар по иранским мостам или электростанциям повлечет немедленный ответ. Он пригрозил отключить электричество союзникам США, размещающим американские войска в регионе. Около недели назад связанные с КСИР средства массовой информации также сообщили, что корпус стражей Исламской революции будет отвечать тем же на любые американские удары или эскалацию и даст соразмерный ответ на агрессию США. Иран давно отдает предпочтение ответным действиям, которые считает выверенными и пропорциональными, избегая неограниченной эскалации. Ракетные удары по американским войскам на иракской базе Айн-аль-Асад в
в 2020 году после убийства генерала Касема Сулеймани, многие расценивали как намеренно символический и ограниченный ответ, рассчитанный на то, чтобы не спровоцировать полномасштабную войну. Иран применял эту стратегию также в 2024 и 2025 годах. Американские удары по Ирану в четверг продолжались 5 часов. Центральное командование США объявило о завершении 12-й подряд ночи атак. По данным Центкома, целями стали десятки военных объектов: ракетные и дроновые склады, системы противовоздушной обороны, береговые радары и морская инфраструктура. Американские военные утверждают, что уничтожают возможности Ирана атаковать торговые суда. Иранские СМИ сообщили, что за сутки США дважды ударили по военному объекту в Бушере, рядом с единственной действующей коммерческой атомной электростанцией страны. Всего это уже третий удар в этом районе за 2 дня. О повреждении реактора или радиационной угрозе не сообщалось. На пограничном переходе Шаламче у границы с Ираком, по данным государственного телевидения Ирана и властей провинции Хузестан, американский ракетный удар убил 2 человек, еще 11 получили ранения. На фоне возобновленной морской блокады американские силы развернули 9 торговых судов и обездвижили еще одно, чтобы перекрыть движение через иранские порты. Центком сообщает, на Ближнем Востоке сейчас находятся 50 тысяч американских военнослужащих. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, Вашингтон выполнил соглашение с Ираном, но Тегеран вновь нарушил договоренности. Поэтому США вынуждены продолжать наносить удары по стране. Иран умоляет нас и напрямую, и через посредников. Давайте заключим сделку. Давайте поговорим. Давайте поговорим. Иран умоляет нас каждый день. Проблема Ирана в том, что всякий раз, когда он заключает сделку, люди, которые там всем руководят, либо нарушают ее, либо хотят изменить. Поэтому, судя по всему, они пока не готовы заключить сделку. Значит, они продолжат расплачиваться, и каждую ночь цена будет становиться все выше, выше и выше. Именно это сейчас и происходит. И пока они... Возможно, через несколько дней они будут готовы заключить сделку, когда поймут, что для них это заведомо проигрышный путь. Именно об этом и говорит президент. Все это продолжится, но не будет продолжаться так, как сейчас. Каждую ночь цена будет становиться все выше, пока они не образумятся. Знаете, хуситы в основном действовали разумно и на протяжении всего конфликта держались от него в стороне. Но теперь их, судя по всему, втянули в эту историю, в нападение на Саудовскую Аравию и ее суда. И, кстати, несколько часов назад я читал сообщение о том, что один саудовский танкер с топливом ходит под китайским флагом. Это китайское судно. Они собираются взорвать китайское судно, и тогда это станет проблемой для Китая. Это станет проблемой для всего мира. Но я надеюсь, что произойдет деэскалация, поскольку, думаю, иранцы просто заманили хуситов в эту ловушку. Знаете, ребята, я видел, как их министр иностранных дел Аббас Аракчи на днях что-то говорил об их принципе «око за око», принцип президента «голова за око». Честно говоря, именно так все и будет. Они заплатят очень высокую цену. Они уже платят очень высокую цену. Вы об этом не знаете, потому что не освещаете происходящее. Вас нет в Иране, вас нет на улицах, там нет свободных СМИ. Но они продолжат платить очень высокую цену. Проблема в том, что всякий раз, когда эти люди заключают сделку, они либо нарушают ее, либо после заключения хотят ее изменить. Поэтому, вероятно, они пока не готовы к сделке, но скоро будут. Потому что цена, которую они платят, очень высока. Несмотря на их воинственные заявления, витиеватые выражения и дурацкие ролики с Лего, которые они публикуют. Я никогда их не видел, но они выкладывают все это в социальных сетях. Несмотря на всю эту браваду, они несут колоссальные потери и будут страдать еще сильнее, пока не образумятся. К сожалению, пока они до этого не дошли. Думаю, Соединенные Штаты стремятся к тому, чтобы Иран был денуклеаризирован и никогда не получил ядерное оружие. Что касается будущего Ирана, то, разумеется, знаете, было бы проще, если бы у власти там находились люди, которые не хотят ядерного оружия. Но в конечном счете именно это отвечает нашим интересам. Наш главный интерес — устранить угрозу появления ядерного оружия у этих безумцев. Этого не произойдет. По крайней мере, пока президентом остается Дональд Трамп. Никакого обогащения урана, и только в обмен на признание Израиля. Президент США Дональд Трамп выдвинул Саудовской Аравии 2 условия ядерной сделки. Эр-Рияд должен присоединиться к Авраамовым соглашениям, а атомная программа остаться исключительно мирной. Соглашение о гражданской ядерной энергетике никакого обогащения материалов не будет, которое заключают Министерство энергетики Соединенных Штатов и Саудовская Аравия, и которое касается исключительно невоенного применения, подобного тому, которое уже существует в Иране, ОАЭ и других странах, будет одобрено. Однако оно полностью зависит от присоединения Саудовской Аравии к пользующимся большим уважением и успешно действующим Авраамовым соглашениям. Соединенные Штаты не выступают против гражданских ядерных объектов, не предусматривающих обогащения. Благодарю вас за внимание к этому вопросу. Президент Дональд Джей Трамп. Это заявление противоречит условиям соглашения, представленным накануне Министерством энергетики США. Документ разрешает королевству строить американские реакторы, обогащать уран и перерабатывать отработанное топливо. Пока не ясно, Вашингтон пересмотрит сделку
или Трамп иначе трактует уже согласованный текст. Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, соглашение получит гарантии, исключающие превращение мирной программы в военную. Пусть содержание соглашения говорит само за себя. Достаточно сказать, что любое соглашение о гражданской ядерной энергетике, которое мы заключаем с любой страной мира, должно предусматривать гарантии того, что программу невозможно будет превратить в военную. Одна из лучших гарантий — участие американских технологий и американских компаний. Если же страна развивает ядерные технологии в сотрудничестве с другим государством, мы уже не можем контролировать соблюдение этих гарантий. Повторю, Саудовская Аравия стремится создать мирную гражданскую ядерную программу. Этого хотят и другие страны. Подобное соглашение уже действует у нас с ОАЭ, а американские компании являются мировым эталоном в этой области. Однако Эр-Рияд не обязан присоединяться к дополнительному протоколу МАГАТЭ. Он позволяет проводить внезапные проверки даже на незаявленных объектах. Именно обогащение вызывает опасения. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман неоднократно обещал создать ядерное оружие, если оно появится у Ирана. Объединенные Арабские Эмираты в аналогичной сделке с США отказались и от обогащения, и от переработки топлива. Ядерная энергия носит мирный характер и используется в промышленности, энергетике и других областях. Для нас это, несомненно, полезно, слава Аллаху. Например, это позволит увеличить доходы от несырьевого экспорта. Если будет угодно Аллаху, это принесет пользу стране. Пусть это соглашение будет благословенным, и пусть Аллах дарует благодаря ему процветание нашей стране. Прежде всего, мы благодарим всемогущего Аллаха за это соглашение, поскольку оно в первую очередь носит мирный характер. Его заключение ждали уже давно. Слава Аллаху, теперь мы увидели, как оно воплотилось в жизнь. Поздравляем Королевство Саудовская Аравия, хранителя двух святынь, короля Салмана и наследного принца Мухаммеда ибн Салмана. Благословенный шаг. Благословенный шаг для Королевства Саудовская Аравия. Теперь документ будет направлен в Конгресс. На его блокирование отведено 90 сессионных дней. Но остается политическое препятствие. Саудовская Аравия согласна признать Израиль только при появлении реального пути к созданию палестинского государства. Эти заявления Марко Рубио прозвучали в Маниле, где проходит региональный форум АСЕАН, встреча министров из Азии, Европы и Северной Америки. Главная тема – война с Ираном и угроза двум ключевым маршрутам нефтяного экспорта – Ормузскому и Баб-эль-Мандебскому проливам. 11 стран АСЕАН особенно уязвимы. Их экономика объемом около $3,8 триллиона сильно зависит от ближневосточной нефти, а рост цен уже ускоряет инфляцию. Вторая линия конфликта – Южно-Китайское море. Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил обязательства перед Филиппинами после нового столкновения с китайской береговой охраной. Пекин отвергает решение международного арбитража, признавшего его обширные территориальные претензии необоснованными. Министр иностранных дел Великобритании Эд Милибенд использовал первую зарубежную поездку, чтобы подтвердить поддержку АСЕАН, свободы судоходства и Украины. Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели в Маниле первые в этом году личные переговоры. Встреча на полях форума АСЕАН продолжалась около 35 минут и завершилась без объявленных договоренностей. Российский МИД сообщил, что Лавров выступил против дальнейших поставок оружия Украине, обвинил европейские страны в стремлении нанести России стратегическое поражение и вновь сослался на договоренности, обсуждавшиеся президентами США Дональдом Трампом и России Владимиром Путиным в Анкоридже. При этом Bloomberg сообщает, Кремль больше не рассматривает возвращение Украине части оккупированных территорий и по-прежнему рассчитывает силой установить полный контроль над Донецкой областью. Марко Рубио по итогам предельно краткой встречи с Лавровым заявил, что Вашингтон по-прежнему готов содействовать прекращению войны России против Украины, однако прежние предложения оказались неприемлемыми для Киева. Теперь, по его словам, необходимы новые идеи, которые позволят изменить ситуацию. Позицию Москвы госсекретарь раскрывать не стал. Удалось ли вам сегодня добиться какого-либо прогресса по Украине? Серьезно ли Россия на этот раз настроена на мир? Вы думаете, мы за 30 минут здесь, в Азии, урегулировали войну в Украине? Так это не работает. Послушайте, у нас состоялся хороший, откровенный разговор. Я не стану рассказывать, что мы обсуждали, потому что дипломатия плохо работает, когда после встречи сразу бегут к микрофонам. Скажу лишь то, что говорил вам вчера. Соединенные Штаты, и президент ясно это обозначил, хотят и, если это возможно, готовы сыграть конструктивную роль в прекращении этой бессмысленной войны. Мы готовы это сделать. Разумеется, мы заявили об этом и доводили эту позицию другими способами. Мы также обсуждали и другие вопросы. Министерство иностранных дел России выпустило заявление, согласно которому господин Лавров сказал вам, или попросил вас, или заявил вам, что Соединенные Штаты должны прекратить вооружать Украину. Как вы отреагировали? Такое заявление действительно опубликовано, они это сообщили. Да, я знаю.
Я не знаю, что там говорится в этих заявлениях, но я знаю, что в действительности происходило на нашей встрече. Что вы ответили? Прежде всего, позиция Соединенных Штатов заключается в следующем. Мы продаем оружие. Мы продаем его в рамках ПУРЛ, списка приоритетных потребностей Украины, инициативы, которую мы реализуем через НАТО. Именно этим мы и занимаемся. Наша политика в этом отношении не изменилась. Мы хотим мирного соглашения. Мы хотим окончания войны. Мы готовы сыграть любую позитивную роль, какую только сможем, чтобы прекратить эту войну. Но для ее завершения потребуется решение, с которым согласятся и Россия, и Украина. Этого не добиться на пресс-конференции, и этого не добиться за одну встречу здесь, на Филиппинах. Президент США Дональд Трамп считает эту войну глупой. Он считает ее бессмысленной. И если мы можем сыграть роль в ее прекращении, то задействуем для этого силу и влияние Соединенных Штатов. Мы готовы это сделать, если представится возможность. Я надеюсь, что такая возможность уже появилась, и надеюсь, что она действительно появится. Именно это мы постоянно доводим до обеих сторон. В Украине зафиксированы новые случаи применения Россией боеприпасов с объединенным ураном. Служба безопасности Украины сообщила еще о 6 эпизодах в Черниговской области. Такие боеприпасы относятся к обычным, а не ядерным вооружениям. Вызвать ядерный взрыв они не могут. Однако их поражающие элементы содержат радиоактивный и химически токсичный металл. По данным СБУ, опасные компоненты обнаружены в боевых частях ракет Р-60, установленных на российских ударных дронах «Герань-2». Такими аппаратами Россия атаковала Черниговскую область с апреля по июнь. Р-60 – советская ракета класса «Воздух-воздух». Российские войска приспособили ее для беспилотников. Во время массированных налетов такие аппараты используют против украинских самолетов и вертолетов, перехватывающих дроны. На местах падения специалисты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям измерили на отдельных обломках от 8,3 до 24 микрозивертов в час. СБУ приводит санитарную норму в 0,3 микрозиверта. Максимальный показатель выше в 80 раз. Экспертиза выявила в боевых частях уран-235 и уран-238. СБУ заявляет, что результаты подтверждены дозиметрами и мобильным радиологическим комплексом. Это уже не первая такая находка. 16 июля СБУ сообщила еще о 2 эпизодах в Сумской области. На обломках измерили 8,3 и 10,5 микрозиверта в час, а масса урановых поражающих элементов составила 2 килограмма 810 граммов. Следствие квалифицирует новые случаи по статье о военных преступлениях. Дроны массированно атаковали российский Воронеж. В городе в ночь на 23 июля прогремели взрывы. Одной из целей стал логистический комплекс Wildberries. Это уже 3-я атака на инфраструктуру компании за 2 суток. Накануне беспилотники ударили по логистическим центрам в Краснодаре и Невинномысске Ставропольского края. По результатам анализа спутниковых снимков Осинт-аналитики сообщают о продолжающемся крупном пожаре на территории Краснодарского склада. Компания подтвердила эвакуацию сотрудников, но заявила, что ее провели в соответствии с требованиями безопасности. Казахстан резко сокращает добычу нефти после остановки главного экспортного маршрута. На крупнейшем месторождении страны, Тенгизе, которое разрабатывает консорциум во главе с американской компанией Chevron, производство обвалилось более чем вдвое – с 925 до 406 тысяч баррелей в сутки. Общая добыча нефти и газового конденсата в Казахстане снизилась на 21% до 1 миллиона 630 тысяч баррелей. Причина – прекращение отгрузок через терминал Каспийского трубопроводного консорциума на российском побережье Черного моря после атак дронов на нефтяные танкеры. Через этот маршрут проходит более 80% казахстанского экспорта и почти 2% мировой нефти. 20 тысяч человек эвакуированы из-за стремительно распространяющегося лесного пожара на юго-западе Франции. Огонь охватил 2400 гектаров возле курортного города Леш-Кап-Ферре к западу от Бордо. Среди эвакуированных около 10 тысяч туристов из кемпингов на побережье залива Аркашон. Еще 8800 человек власти департамента Жеронда вывезли днем в качестве меры предосторожности. Пострадавших пока нет. С огнем борются 650 пожарных, авиация и спецтехника. По данным Рейтер, лесные пожары в Европе с начала года уже уничтожили больше территорий, чем в среднем за год за последние 2 десятилетия. Континент пережил 3 почти непрерывные волны сильной жары.